Этот коврик Лев выполнен крючком из ленточек, нарезанных из ненужных капроновых колготок. Собрать такое количество материала за короткий период возможно только с привлечением родственников, друзей и знакомых. Такое решение устроит не каждую мастерицу, поэтому свяжем его из того, что имеем сами. Сделать это можно абсолютно любым материалом, имеющимся в наличии. На этот раз выполним в расцветках, приближенных естественным. Нам нужны ленточки, желательно коричневого цвета, пусть и разных оттенков. Для страховки в общую массу добавим и серого. Некоторое количество нарезанного капрона все же имеется, вот с него-то мы и начнем. В первую очередь выполним голову льва, вывязывая круг столбиками без накида. Это лучше сделать по такой схеме, где прибавления происходят по спирали. Крючок толщиной 5,5 мм. Так как капроновые ленточки были нарезаны давно и, возможно, для другого проекта, их толщина оказалась недостаточной для нашего. Объединю ленты двух клубочков. Чтобы середина кружка не выделялась, начнем не с замкнутой цепочки, как обычно при вязании круглых ковриков, а сделаем кольцо амигуруми. Из ленточек, сложенных вместе, сворачиваем колечко, оставляя хвостики. Зажимаем место соединения пальцами левой руки, заводим крючок в образованное кольцо и, захватив рабочую ленту, вытягиваем петлю из его середины. На крючке одна петля. Еще раз забираем рабочую ленту, вытягиваем в образованную петлю. Мы колечко закрепили. Снова заводим крючок в кольцо, забирая ленту, вытягиваем петлю. На крючке 2 петли. Провязываем их вместе за один прием. Получился первый столбик без накида. Продолжаем обвязывать колечко столбиками без накида. Если сделать вместо 6 столбиков 8, ошибкой не будет. Главное, чтобы количество было четным. Выполнив по схеме 6 столбиков, потянем за кончик, уплотняя петлю. Мы провязали первый круговой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В этот раз не будем объединять ряд соединительной петлей, а продолжим вязать по спирали. Для мордочки льва нужно связать ровный кружок столбиками без накида. Согласно схеме, во втором ряду в каждую петлю нужно провязать 2 столбика. Заводим крючок под верхнюю петлю первого столбика ряда и, вытягивая новую петлю, вывязываем столбик без накида. Помещая крючок еще раз в это же отверстие, провязываем второй столбик. Укладывая кончик ленты, оставшийся от образования кольца по верхнему краю заготовки с изнаночной стороны, ввязываем его в полотно. 1-2 в одно отверстие, 1-2 в одно отверстие. Устанавливая по 2 столбика над каждым столбиком предыдущего ряда, провяжем 12 столбиков. По схеме в третьем ряду нужно чередовать 2 столбика, провязанные в одно отверстие, и 1 столбик в одно. В начале третьего ряда выполняем 1-2 столбика в одно место. При вязании по спирали трудно контролировать соединение. Отметим место перехода ряда, прикрепив маркер на первый столбик. Мы провязали 2 столбика в одну петлю, начиная третий ряд, следующий 1 по порядку. Снова 1-2 в одно отверстие. Неровности ленты маскируем в изделии. Следующий 1 в одно. Заканчивается третий ряд одним столбиком в одну петлю края. Заполняя следующую петлю, переходим на новый виток спирали. В четвертом ряду происходит чередование 2 столбиков, вывязанных в одно отверстие, и 2 столбиков подряд. Начинается четвертый ряд с 2 столбиков по порядку. 1, 2. В следующую петлю края провяжем 2 столбика. 1, 2, 1, 2 по порядку, 1, 2 в одно отверстие. Заканчивается четвертый ряд 2 столбиками в одно отверстие. В каждом ряду интервал между парами столбиков без накида, вывязанными в одну петлю, на всем протяжении выполнения круга будет увеличиваться на 1 столбик. В пятом ряду он содержит 3 столбика без накида. Начинается ряд 2 столбиками в одну петлю. 1, 2. Затем 3 столбика по краю заготовки. 1, 2, 3. 2 в одно место. 1, 2. Заканчивается пятый ряд 3 столбиками подряд.
Прикрепим маркер к первому столбику предыдущего ряда, поддерживая линию соединения. В шестом ряду будем чередовать 4 столбика по порядку и 2 столбика в одну петлю. В начале ряда по схеме провязываем 2 столбика по порядку, 1, 2, затем 2 столбика в одну петлю, 1, 2, 4 столбика по порядку и 2 столбика в одну петлю. Чередуя этот раппорт, провяжем весь ряд. Заканчивается шестой ряд 2 столбиками по порядку, 1, 2. Вот таким стал наш кружок. Раппорт седьмого ряда состоит из 5 столбиков без накида и 2 столбиков в одну петлю. Начнем седьмой ряд, вывязывая 4 столбика по порядку, 2 столбика в одну петлю и продолжаем раппорт, выполняя 5 столбиков по порядку. Прибавления в каждом следующем ряду располагаются сразу после предыдущих. Закончим его одним столбиком в одну петлю. Для наглядности отметим маркером первый столбик предыдущего ряда. Маркеры выстроились в ровную линию. Вывязывая круг по спирали, выполняя его по такой схеме, прибавления тоже располагаются по спирали. Чередуя раппорты 6 столбиков и 2 в одну петлю, выполним 8 ряд. В начале ряда провязываем 6 столбиков без накида, затем 2 столбика в одну петлю. Визуально можно проследить линию направления прибавлений. В каждом следующем ряду 2 столбика в одну петлю расположены на один шаг левее, чем в предыдущем. По такому принципу будем продолжать вывязывать кружок до нужного размера, а впоследствии и гриву льва. Итак, выполнив 6 столбиков по краю изделия, закончим 8 ряд 2 столбиками в одну петлю. Провяжем еще один ряд, выполняя прибавление. Предложенная схема заканчивается 8 рядом. По закону жанра в следующем ряду количество столбиков между прибавлениями должно увеличиться на 1. В начале 9 ряда сначала выполним прибавление, провязав 2 столбика в одну петлю, продлив тем самым линию прибавлений, сдвигая ее на один шаг по направлению вязания. Затем 7 столбиков по порядку, прибавление из 2 столбиков в одну петлю, провязывая 7 столбиков, закончим 9 ряд. Вывязав нужное количество рядов, перенесем наши маркеры на край заготовки, прикрепляя в следующее отверстие после каждого прибавления. Их должно быть 6 до конца кругового вязания. Это отметки для прибавлений в следующем ряду. Лентой контрастного цвета приступим к выполнению гривы бахромой. Продолжая круговой ряд по спирали, накидываем новую ленту на большой палец левой руки и провязываем столбик без накида в следующую петлю края. Освобождаем палец от первой петли и образовываем вторую. Прижимая ее к вязанию, выполняем столбик без накида по порядку. Снова делаем петлю и провязываем столбик в отверстие с маркером. Здесь мы должны установить 2 столбика, выполняя прибавление. Провязываем 2 столбика с вытянутыми петлями в одно место. Петля, столбик один раз, петля, столбик второй раз. Мы сделали первое прибавление ряда. Петля, столбик. Открепляем маркер, переносим его на следующий ряд, сдвинув на один шаг влево по направлению вязания. Накидывая ленту на палец, создавая петли и прикрепляя их столбиками без накида по краю заготовки, пойдем до следующего маркера. Сделав прибавление из 2 столбиков, не забывая создавать длинные петли, провяжем один столбик по порядку и перенесем на него маркер. Вывязывая бахрому по краю изделия, выполним прибавления в места, отмеченные маркером, с последующим переносом их на следующий ряд со сдвигом на один шаг вперед. Таким образом, мы продолжим вывязывание круга по спирали, добавив новый элемент. В месте соединения ничего нового. Провязывая следующий столбик с петлей, плавно переходим на новый виток спирали. Продвинувшись до первого маркера, так же как и в предыдущем ряду, провяжем 2 столбика с петлями в отверстие с маркером, выполним следующий столбик с петлей по краю заготовки, перенесем на него маркер. Продолжаем также до следующего маркера, вывязывая прибавление и переносим его со сдвигом на следующий ряд. Для разнообразия оттенков можно запустить ленточки других расцветок, ввязывая кончики соединений в полотно. Вот так выглядит наш проект на данном этапе работы.
Если будем все делать аккуратно, то и с изнаночной стороны получим гладкую поверхность. Выполнив гриву льва до нужных размеров, в нашем случае 14 рядов, открепим маркеры, кроме одного. Приступим к выполнению спинки. Определившись с ее шириной, выделим отрезок в виде дуги по краю круга двумя маркерами, расположенными на равных расстояниях от первого. Как вы успели заметить, передние лапки уже вывязаны, но их размеры меня не устроили. Впоследствии я их распущу, и мы вместе свяжем другие. Итак, выполняем спинку столбиками без накида поворотными рядами. Нам нужно вывести дугу, отмеченную 3 маркерами, на прямую линию. Для этого выполним несколько укороченных рядов сначала с одного бока. Начиная от средней метки, двигаясь по направлению вязания к левому крайнему маркеру, обвяжем половину дуги. Дойдя до маркера, вывязываем воздушную петлю для подъема ряда, поворачиваем вязание. Пропуская крайнюю петлю, вывязываем 5 столбиков по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петлю по краю, вывязываем полустолбик, извлекая петельку и сразу протягивая ее через петлю на крючке. Получился первый укороченный ряд. 1 воздушная, поворачиваем вязание. Пропустив крайнюю петлю, вывязываем 1 полустолбик. Провязываем 3 столбика подряд. Пропускаем 1 петлю по краю, устанавливаем в последнюю столбик без накида. 1 воздушная петля, поворачиваем вязание. Пропускаем 1 петлю, ставим первый столбик в следующую. Следующий укороченный ряд должен быть длиннее предыдущего. Провязываем 8 столбиков без накида. Пропускаем 1 петлю, вывязываем полустолбик. 1 воздушная, поворачиваем вязание. Пропускаем 1 петлю края, вывязываем полустолбик. Проходим столбиками до 2 последних петель края. Пропускаем 1, устанавливаем в последнюю крайний столбик. 1 воздушная. Получился импровизированный треугольник, заполняющий пространство между дугой кружка и торцом спинки с левой стороны. Поворачиваем вязание. Первую петлю пропускаем, устанавливаем во вторую первый столбик ряда. Продолжаем столбиками без накида. Хочу обратить внимание на то, что, учитывая нестабильность материала, количество и длина поворотных рядов в разных проектах может отличаться от предложенного варианта. Изменяя эти параметры, придерживаясь алгоритма действий, подберите актуальный. Возвращаясь на исходную точку в виде среднего маркера, обвязываем дугу столбиками без накида, продвигаясь до следующего. Нам нужно выполнить такой же треугольник укороченными рядами на противоположной стороне спинки. Сделаем его по аналогии с первым. Временная шкала ролика разбита на ключевые фрагменты проекта, и вы легко вернетесь на нужный момент. Произошло заполнение второго уголка, которое получилось в зеркальном отображении относительно первого. Провязываем ряд до конца, то есть проходя через середину до 3 маркера. Заканчиваем его без пропуска петель края. С этого момента количество столбиков ряда останется стабильным на всем протяжении работы по вывязыванию спинки. Здесь 35 вместе с кромочными. Провязываем нужное количество поворотных рядов столбиками без накида, сохраняя их количество из ряда в ряд на длину спинки левушки, в нашем случае 28. Каждый рубчик такого полотна содержит 2 ряда. Выполнив последний ряд спинки, отметим маркером его середину. Сделав 1 воздушную петлю для поднятия ряда, провязываем первый ряд столбиками без накида до маркера. Без разницы, с какой стороны изделия вы начнете это делать. Выполним сначала 1 заднюю ножку льва, делая убавление на внутренней стороне. Остановившись перед маркером, вывязываем 1 воздушную петлю и поворачиваем вязание лента позади крючка. Чтобы ножку немного заузить, сделаем пару убавлений в четных рядах с внутренней стороны. В начале второго ряда, пропустив 1 петлю по краю, устанавливаем столбик в следующую, выполняя первое убавление. Провязываем до конца ряда, 1 воздушная, поворачиваем вязание. С наружной стороны ножки убавления делать не будем, устанавливаем первый столбик в первую петлю края. При необходимости добавляем ленту и, укладывая кончики ленточек по краю вязания с изнаночной стороны, ввязываем в полотно.
Провязываем ряд до конца, делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание. Чтобы убавления получились плавными, делаем их только в начале четных рядов. Выполняем второе убавление, пропуская одну петлю. Одна воздушная, поворачиваем вязание, лента позади крючка. Продолжаем с наружной стороны проекта, помещая крючок в первую петлю края. Довязав ряд, вывязываем воздушную петлю, поворачиваем вязание и, если нужно, делаем убавление. Добившись нужной ширины, больше убавления делать не будем. Провязывая каждый поворотный ряд, состоящий в данном случае из 15 столбиков, выполним еще 22 ряда. Вывязав одну заднюю лапку на нужную длину, по аналогии создадим вторую. Перед началом выполнения передних лапок установим маркер на передней части круга. Он должен располагаться на продолжении виртуальной прямой, соединяющей средний маркер начала спинки и центр круга головы. Определившись, на каком расстоянии от этой точки будут находиться передние лапки, приступим к выполнению первой. Как и спинку, лапки вывяжем столбиками без накида поворотными рядами. Отступив одну петлю от маркера, по направлению вязания закрепляемся воздушной петлей, образуя первый столбик ряда. Провязываем по краю кружка еще 14 столбиков. Ширина каждой передней лапки будет соответствовать ширине ножки в самой узкой ее части, то есть 15 столбикам. Выполнив ряд до конца, вывязываем воздушную петлю, поворачиваем вязание, провязываем следующий ряд. Выполнив лапку на нужную длину, в нашем случае в количестве 12 рядов, начнем делать закругление с обеих сторон. В начале ряда сделаем первое убавление, пропустив одну петлю по краю. В конце этого ряда тоже выполним убавление, пропустив один ход, вывязываем последний столбик. В начале и в конце следующего ряда сделаем убавление таким же способом. Одна воздушная, поворачиваем вязание и провяжем третий ряд с убавлениями, одно в начале и одно в конце ряда. Вытягиваем закрепительную петельку, обрезаем ленту, затягиваем петлю. Отступив от маркера такое же расстояние с другой стороны, выполним вторую лапку. Начать можно как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Обвяжем лапки по краю столбиками без накида или чередуя столбики без накида и удлиненные столбики. Правая лапка оформлена столбиками без накида, левая чередованием. Выберем второй вариант. Прикрепляемся полустолбиком у основания лапки с правой стороны и, заведя крючок в первое отверстие края, вывязываем столбик без накида. Следующий будет удлиненным. Помещаем крючок в полотно под следующее отверстие края на один шаг глубже. Вытягиваем длинную петлю и провязываем как столбик без накида. Чередуя один короткий столбик и один удлиненный, провяжем до первого поворота. Здесь, чтобы деталька не деформировалась, нужно сделать прибавление. Вывязываем столбик без накида по порядку, перекрываем его удлиненным столбиком, вывязывая его на том же уровне. Теоретически мы провязали 2 столбика в одно отверстие, получив первое прибавление. Выполним нужное количество таких прибавлений подряд для органичного поворота. Нам хватило 2. Продолжим чередование столбиков до второго поворота, где сделаем пару таких же прибавлений подряд. Дальше без прибавлений до завершения детальки. Также точно обвяжем вторую лапку. По закону жанра этим же способом оформим спинку и ножки заготовки. Начиная обвязку с верхней части левого бока, пройдем безотрывно до верхней части правого бока. На поворотах задних лапок сделаем угловые прибавления, вывязывая 3 столбика в одну петлю. Закончив ножки, переходим на другую сторону, обвязывая правый бок. Вот таким стал наш проект. Сделаем для ножек следочки. Сформировав ленту в кольцо, обвяжем его столбиками без накида по нашей схеме, но с небольшим изменением. Выполняя столбики без накида, будем устанавливать их не под петлю, а заводя крючок под наружный край петли. Вывяжем второй ряд, устанавливая по 2 столбика в каждую петлю. Следуя схеме, выполним 4 ряда. Следующее провяжем контрастной лентой, украшая следочек бахромой. Нам нужны 2 таких следочка. Также по схеме, устанавливая столбики под наружный край петель предыдущего ряда, выполним пару ушек. Размер каждого 4 круговых ряда. Мордочку льва можно дополнить вышивкой, как здесь, или связать для пущей выразительности еще 2 кружка глубиной в 3 ряда. Так называемые щечки вывязываем так же, как и следочки с ушками. Выполнив дополнительные детали, последовательно пришьем их к основной заготовке лентой созвучного цвета при помощи гобеленовой иглы. На передних лапках штрихами выделим когти. Сделаем хвост. В
конце спинки привяжемся полустолбиком и выполним цепочку из воздушных петель, образуя шнурок. Вывяжем его на нужную длину. Лентой контрастного цвета создадим объемную пасму, наматывая ее на книгу нужного размера. У меня ежедневник. Намотав достаточное количество витков, высвобождаем моток, перетягиваем его посередине капроновой лентой, туго-натуго скрепляем парой узлов. Протянув один конец крепежной капроновой ленты в последнюю петлю цепочки для хвоста, затянем еще пару узлов. Более тонким крючком спрячем кончик, оставшийся от вывязывания цепочки, непосредственно в цепочку. Убедившись в прочности конструкции, разрезаем петельки, образованные наматыванием, пополам. Получился помпон, в нашем случае кисточка на кончике хвоста. Подровняем ее ножницами на свое усмотрение. Мы пришили следочки, ушки, щечки, вышили когти, вышьем бровки. Для глазок и носика можно использовать подходящие пуговицы. Глазки могут быть сложными и состоять из нескольких слоев – 1, 2 или 3. Закрепить элементы можно в разных вариантах. Поэкспериментировав, выберите свой. Пуговка на ножке для носика оказалась довольно подходящей. Мы ее оставим. А глазки приклеим готовые, так как они давно ждут своей очереди. Вот такой няха у нас получился. Всем спасибо и творческих успехов!